Добрый день! Сегодня проведем наглядный эксперимент. Я хочу вам показать, какую роль в хлебе играет масло. Я испекла специально 3 вот такие небольшие буханочки, чтобы показать вам, что делает добавление масла в хлеб. Такой вопрос мне задавался, почему я не добавляю масло, ведь это вкуснее, ведь это интереснее. И сегодня я испекла 3 буханки без масла, с маслом растительным и с маслом сливочным. И покажу вам в конце разницу. А сейчас я не буду говорить, какая сделана по какому методу. Все они сделаны по одному рецепту, только в 2 из них добавлено масло, а в одной из них масло не добавлено. Поэтому смотрите до конца. В конце будем резать, смотреть и делать выводы. Добрый день! Сегодня будем проводить эксперимент. Сегодня я хочу поговорить с вами о роли масла в хлебе. Иногда задается такой вопрос, почему я не добавляю масла в хлеб, почему у меня только вода, мука и закваска. И вот сегодня я решила показать вам, какую роль играет масло в хлебе. И я буду делать 3 образца хлеба. 1 без масла и 2 с маслом растительным и сливочным. Сейчас я начну с первого этапа. Это аутолиз теста. Буду делать его с закваской. У меня вот здесь базовая пшеничная пара. Видите, какая она мощно подошедшая. И сейчас я сделаю 3 образца теста, которые поставлю на аутолиз. Это будет 3 одинаковых образца теста. А потом я буду добавлять масло в 2 из них. Масло у нас добавляется как жидкость, поэтому количество жидкости будем корректировать. Я беру 100 граммов базовой пшеничной опары. Это на 1 хлебушек, они у меня будут небольшого размера. 100 граммов воды и 150 граммов муки пшеничной высшего сорта. У меня стандартная мука с белком 10,3. Это наша самарская алексеевская мука, самая обыкновенная. Это будет образец номер 1, и то же самое я проделаю с образцами номер 2 и 3, но я добавлю воды на 20 граммов меньше, чтобы добавлять потом масло. Сейчас я подготовлю эти образцы, смешаю тесто и оставлю на аутолиз на 30 минут. Я смешала 3 образца теста. Это будет образец номер 1, 2 и 3. Сейчас я их подпишу и накрою пленкой. Оставлю на аутолиз на 30 минут. После этого будем добавлять масло, остальные ингредиенты и выбраживать. Так, 3 мои образца прошли аутолиз. Сейчас мы сделаем следующее. Я беру первый образец и добавляю к нему соль. Соли 5 граммов. Беру второй образец. Добавляю 20 граммов подсолнечного масла и те же самые 5 граммов соли. И беру третий образец. Добавляю к нему 20 граммов сливочного масла и те же самые 5 граммов соли. И теперь мне нужно последовательно замесить все виды теста до однородности. Тесто у меня не густое, поэтому можно его вот так подбить. Можно и не слишком стараться месить. Надо просто придать сейчас тесту однородность. Вы видите, да, с меньшим количеством воды и с заменой части воды на масло тесто совершенно другой текстуры, чем в первом случае. Я оставлю его в таком виде. И третий образец у нас со сливочным маслом. Его также надо промесить до однородности. Я не буду выкладывать на стол. Прям в миске сделаю такой замес. До тех пор, пока я не перестану чувствовать масло и соль. Все. Я промесила все 3 образца. Сейчас я их накрою пленкой. Подпишу на них номера, чтобы не путаться. И оставлю на брожение. Дальше буду показывать, что я буду делать. Температура брожения комнатная, плюс 23 градуса. Прошло 2,5 часа брожения. Смотрим на тесто номер 1, номер 2 и номер 3. Оно хорошо поднялось. Все образцы хорошо поднялись. Нужно смочить руки и сделать ему складывание. Ну, либо круговую обминку. Я прошла по кругу и решила еще и
сложить. Потому что тесто у меня довольно-таки мягенькое. Так, все. И оставляю его бродить дальше. Я думаю, что еще часа 2. Так, здесь у меня отошло немного масла. Значит, при обминке нужно добиться того, чтобы масло попало внутрь теста. Так, это номер 2 и номер 3. Очень воздушное, хорошее тесто. Смотрите, как хорошо развивается глютен. Прям вот прозрачненькое. При том, что я использовала самую обычную муку с белком 10,3. Но глютен прекрасно развивается, даже несмотря на присутствие масла в этом тесте. Обычно масло очень сдерживает развитие глютена, скажем так. Смягчает, истончает эти пленки. Ну, вот здесь масла не настолько много, во-первых. Во-вторых, все-таки я убеждаюсь в довольно достойном качестве самарской алексеевской муки, даже при ординарном значении показателей белка. Все. Я оставлю их еще на 2 часа, и потом будем приступать к формовке. Прошло еще 2 часа брожения моих заготовок. Сейчас нужно выполнить предформовку. Слегка подпыляю поверхность и выкладываю тесто на стол. Очень хорошо подошло тесто. Так, это у меня образец номер 1. При предформовке мы весь край либо срез заворачиваем вовнутрь. Проходим вот так вот. И потом там, где меньше муки, прокатываем по поверхности. Чуть-чуть подстилаем и оставляем на отлежку. То же самое делаем со вторым. Подпыляю поверхность. Третьего сразу подпылю. Это образец с растительным маслом. По ощущениям, по консистенции тесто одинаковое. Пышное, воздушное, много пузырей. Также прокатываю и округляю. Подстилаю чуть-чуть муки. Это второй образец. И образец номер 3. Такой же пористый, красивый. Заворачиваю все вовнутрь. Переворачиваю, прокатываю. Округляю там, где меньше муки. И оставляю на отлежку. Ждем 20 минут. Так, теперь нужно выполнить формовку. Я беру 3 номер. Немножечко растягиваю его. Муки не должно быть много. Лишние пузыри сдуваем. Большие пузыри нам не нужны. Формовку делаю пеленанием. Отличный. Я подготовила маленькие расстоечные корзинки, чтобы у меня не растекался хлеб в стороны. И я заделаю вот эти вот краешки и заделаю шовчик. Присыпаем мукой. Я накрою теми же пленками с номерами, которые у меня были при брожении. То же самое повторяю с 2 другими хлебами. И формую 3.
вернее первый. Первый наиболее мягкий и наиболее податливый. Потом разберем в конце, почему тесто имеет именно такую текстуру. Этот я буду расстаивать в миске, поэтому сейчас переверну, защиплю у него края и отправляю сюда. И оставляю на расстойку примерно на 2 часа при комнатной температуре. Сейчас уже 24 градуса. Мои заготовки хорошо высоко уже подошли. И сейчас, чтобы их поставить в равные условия перед выпечкой, я их отправлю в холодильник. Сейчас я поставила разогреваться свою гусятницу алюминиевую и литую. В гусятницу у меня сразу 2 заготовки поместятся. Ну а третья будет допекаться потом позднее. И вот чтобы у меня одна из заготовок не перекисла, я все поставлю в холодильник. Они простоят там некоторое время, пока нагреется гусятница. Греется она на 260 градусов. Ну а потом буду надрезать и выпекать. Так, я взяла образцы 1 и 2 и начну печь с них. Сейчас нужно выложить на бумагу и надрезать. Аккуратно снимаю ткань. И вторая заготовка. Не путаем, где какой. Аккуратно снимаю. Убираю лишнюю муку. При этом я возьму муку и присыплю для красоты. Сделаю вот так вот, чтобы у меня был равномерный мучной налет на поверхности заготовки. Беру лезвие и выполняю надрез. И на второй заготовке, вернее на первой. Немножко зубцами у меня получилось, но не страшно. Все, у меня разогрета моя гусятница, и я отправляю их выпекаться. Первые 2 образца я испекла. Сейчас отправлю на выпечку образец номер 3. Пеклись у меня первые 2 15 минут под колпаком при температуре 260 и еще 20 минут без колпака. Но я подозреваю, так долго такие маленькие хлебчики у меня пеклись, потому что их было 2 одновременно. Все, отправляю третий на выпечку на том же режиме. Давайте разглядим все 3 хлеба, какими они получились. Так, первый хлеб – это тот, который пекся без масла. Вы видите, какой у него задорный гребень, как хорошо и красиво он раскрылся. И форма у него такое плосковатое дно и круглые бочка. Раскрылся он замечательно, очень красивый гребешок, высокий, нарядный. Смотрим второй образец, который с растительным маслом. Раскрытие есть, гребешка нет, но разрез не заплыл, а хорошо раскрылся. Смотрим на форму. Плоское дно, круглые бочка. И если сравнивать, то по подъему они примерно одинаковые. Смотрим третий образец. Он еще горячий, его только что достала. И этот образец, который делался со сливочным маслом, тоже раскрытие есть, гребешка нет. И смотрите, какой он пузатый. Он абсолютно практически круглый. Он гораздо более круглый, чем первый и второй. За счет чего получилась такая форма, мы поймем с вами, когда разрежем. Я расскажу, объясню. Ну а так они все удачные, красивые, нарядные. Оставляю их остывать. И когда они полностью остынут, будем резать. Думаю, что это будет уже завтра. Ну и, наконец, пора разглядеть их подробнее и сделать выводы. Я уже говорила, что буханка без масла вот такая высокая и с гребешком. С растительным маслом раскрытие есть, но гребешка нет. Со сливочным маслом самая высокая буханка, но опять же раскрытие есть и гребешка нет. Давайте резать и смотреть. Начнем с образца номер 1. Прекрасный хлеб.
Сейчас я сделаю почетче. Великолепный мякиш, хорошо развитый, хорошо поднялся. Есть неравномерность в пористости. Есть большие поры, есть помельче. Но в целом очень кружевной мякиш, очень красивый, неравномерный. Но при этом смотрится он великолепно. Запах хлебный, настоящий, приятный аромат. Так, теперь берем ту буханку, которая пеклась с растительным маслом. Смотрим. Гораздо мельче поры, гораздо меньше вот таких больших. Мякиш нежнее, даже на ощупь он нежнее. И вот в этих в альвеолах, вот в этих вот пустотах есть блеск, как и в том хлебе, но блеска тоже гораздо меньше. То есть глютен не так сильно блестит, как без добавления масла. В запахе ощутимо присутствует подсолнечное масло. Я думаю, еще надо попробовать, чтобы окончательно понять. Вот. Но пористость, вы видите, уже совершенно другая. И теперь хлеб, который был со сливочным маслом. Пористость тоже очень похожа на хлеб с растительным маслом. Она очень меленькая, очень много вот этих пузыриков. Есть немного больших, но смотрите, давайте сравним. Да? Крупность пор здесь и здесь. Я надеюсь, вам заметно, что здесь совершенно другой. И вот даже на ощупь мякиш, здесь он более такой плотненький, хотя по консистенции все три вида теста были одинаковые. А здесь мякиш более нежненький, такой мягкий. В запахе ощутимы кремовые ноты. И вот по своей нежности, по структуре, вот этот хлеб, он гораздо больше похож на сдобу, чем на хлеб. Итак, давайте делать выводы. Этот хлеб поднялся в такой колобок, потому что у него много мелких пор, и они, как воздушный шарик, надувались, каждая из них надувались и делали этот хлеб более круглым. У хлеба с маслом, у одного и у второго, практически не раскрылся гребень, ровно по той причине, что у нас масло играет роль такого обволакивающего вещества, которое обволакивает поры клейковины, делает ее нежнее и мягче и снимает вот это напряжение, которое есть в глютене, которое раскрывает и разрывает наш хлеб. Здесь вот такая нежность и пористость, она сказывается на вот том, что мы не получаем гребень. Здесь глютен у нас отработал по полной программе, напряжение было создано как следует, и раскрылся гребешок, и видно, вот как подходило тесто, вот такая структура, и очень сильно в порах блестит глютен, я думаю, вы это видите. В хлебе с маслом мы такого ясного блеска не увидим. Итак, добавлять масло в хлеб или не добавлять – это ваше решение и ваше дело. Я обычно масло в хлеб не добавляю, потому что я люблю хлеб именно за его натуральный, чистый вкус. Когда мы добавляем масло, мы получаем все-таки булочку, а не хлеб. Это изделие уже скорее сдобное или ближе к сдобе. Если вы хотите вот этой нежности, кремовости и более тонкой текстуры мякиша, добавляйте масло, сливочное или растительное, это вам решать. Но вы понимаете разницу, которую в итоге мы получим. Я надеюсь, я вам ее наглядно показала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Чем больше лайков будет и комментариев, тем больше людей увидит это видео. Я думаю, что оно будет вам полезно для понимания хлебопечения, его законов, основ и приемов. Подписывайтесь, всем рада, буду отвечать на вопросы. Пишите, спрашивайте, будем печь, учиться и испечем еще очень много всего интересного.